Приветствую вас на канале и рад, что ты подключился. Для начала извиняюсь, что неделю не выходило никаких видео. Я немного приболел и голос был совсем уж никудышный. Ну а сейчас я поправился и начну выпускать ролики в штатном режиме. В этом видео я хотел бы рассмотреть и поговорить о том, что произошло в игре Стальной Алхимик Mobile за эту неделю. Но прежде чем я начну, просьба поставить лайк и подписаться. Тебе не сложно, а мне это продолжает и дальше развивать свой канал. Что ж, начнем. Для начала все еще идет кампания, связанная с Гридом и его командой. Скажу честно, для меня она оказалась слегка сложновата, и я максимум смог пройти сюжетку до 40 и 60 уровень захвата. Выше уровень моя пачка банально не вытягивает. Также для меня немалым удивлением стало то, что каждый день можно проходить сюжетку по 3 раза каждый этап. И так понемногу фармить очки события. Узнал я это, к сожалению, спустя 4 дня после начала ивентовой кампании. Если также пропустил пару дней или только сейчас узнал об этом, то ставь лайк. Теперь давай взглянем на то, что следовало бы в первую очередь выкупать из ивентового магазина. В первую очередь я бы выкупил сферы сброса навыков для ваших персонажей. Очень нужная бывает вещь, но не всегда ее можно купить. Далее я бы посоветовал выкупать врата истины и знаний. Они помогут вам прокачать нужные вам отпечатки воспоминаний, дубли которых никак не хотят вам выпадать. Ну и в последнюю очередь я бы советовал выкупать ивентовые отпечатки воспоминаний и жетоны призыва. Остальное же по желанию, но это сугубо мое мнение, и вы вольны покупать то, что вам не хватает. Думаю, с компанией Grid мы закончили, и давайте перейдем к обновлению, что не так давно вышло. До начала разработчики все же добавили то, что обещали в начале месяца, а именно дополнительные миссии, за выполнение которых мы получим материал для прокачки наших персонажей. Я честно думал, что разработчики забыли о том, что обещали. Выполнять задания вы сможете с 29 сентября по 5-6 октября. Да, немного, но хоть что-то. В донат-магазин завезли немного лимитированных паков, и вместе с этим прилетели новости о том, что вскоре донат в игре станет куда более беспощаден. Те, кто играет free-to-play, то их это особо не коснется, а тем, кто все же донатил, стоит поторопиться и прикупить то, что давно хотели, но почему-то откладывали. Конечно, новость о подорожании доната ходит уже на просторах интернета где-то с неделю, но я думаю, что лучше оповестить тебе сейчас в этом видео. Баннер с пацаном, прайдом или гордостью подошел к концу, и в игру ввели нового героя. Хотя новым героем назвать его трудно, скорее еще одна версия старого героя. На этот раз нам предлагают выбить Альфонса, меч, что всех спасет. И нам добавили, скажем так, 2 версии этого баннера. В первом баннере нам предлагают гарантированно получить одну версию Альфонса, просто нужно сделать 10 мультикруток. И в течение этих 10 мульти нам будут падать немного ресурсов. После того, как вы прокрутите 10 раз, баннер исчезнет, а все ваши фейлы перейдут в основной баннер, так что не бойтесь его крутить. Я покрутил и, скажу честно, меня этот баннер просто заскамил. С 10 этих мульти мне выпало всего 2 СССР героя, это Кимбли и по гаранту сам Альфонс. Короче, я очень обиделся на этот баннер. Ну и для тех, кто смотрит это видео уже после выхода этого героя или еще не крутил этот баннер, то давайте посмотрим его приветственный ролик. Что ж, эпичненько. Сам баннер по продолжительности будет долгий и закончится только в середине октября, часу к 20-му. И либо разработчики все же решили немного дать по тормозам и замедлить выход персонажей, чтобы сосредоточиться на выпуске новых глав истории. Ну или даже не знаю что. Потому как из невведенных персонажей у нас остается не так уж и много, а именно выживший Эдвард, Грид в теле Линга и вроде Гнев с 2 мечами. Если разработчики так продолжат выпуск персонажей с той же скоростью, то надолго их не хватит, и они будут реэтапать персонажей. В общем, поживем увидим, что они придумают. Еще одной важной темой этого обновления стало окончание первого сезонного пропуска и введение второго. Скажем так, он не сильно отличается от первого, за исключением того, что в этом пропуске для нас не будет лимитированная СССР героя, как в первом. Здесь для тех, кто купит этот пропуск, будет возможность получить несколько билетов вызова СССР героев на выбор. Так что если у вас не хватает пару копий, чтобы довести кого-то до 5 или 6 звезд, то это ваш шанс. Ну и ранее я уже упоминал, что разработчики сейчас планируют акцентировать многие из обновлений на добавлении сюжетных и побочных историй. Так вот, в игре уже добавлена 14 глава основного сюжета, а вместе с ней вышла и 12 глава побочной истории. Те, кто только апнул свою команду до 120 уровня и думали вздохнуть с облегчением, то можете не выдыхать. Теперь вам придется фармить 130 уровень. Так что сложность игры вновь возрастет, и это касается не только сюжета, а всего контента в целом, включая будущие ивенты. Ну и давайте пройдемся по мелочам. 29 сентября разработчики начали потихоньку раскидывать на почту 500 кристаллов всем тем, кто проходил участие в опросе.
Насколько затянется это мероприятие, пока непонятно, но думаю, стоит каждый день проверять свою почту, если вы участвовали в опросе и правильно указали ваши данные. Также те, кто играл на устройстве iOS и пытались задонатить, думаю, заметили, что возникала некая ошибка. Так вот, разработчики сообщили, что устранили данную ошибку, и теперь вы можете задонатить без проблем. Ну и последняя такая мелочь, это то, что ранее разработчики обещали добавить функцию запроса в гильд-контенте. По идее, вы могли вместе с вашими согильдийцами проходить какой-то контент, или же брать в поддержку себе пачку вашего согильда. Но у разработчиков возникли сбои при тесте этой функции, так что они вынуждены сообщить о переносе выхода данного режима, и пока что не на определенный срок. В принципе, это все, что произошло в игре Стальной Алхимик Mobile за эту неделю. Если я что-то забыл упомянуть, то просьба поправить меня в комментариях. Также было бы интересно узнать ваши мысли по всем этим обновлениям и добавлениям. На этом я заканчиваю данное видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.